Говорят, нельзя войти в одну реку дважды. А я вошла. И река оказалась той же самой. Только поглубже. Март 2008-го. Я прилетела в Москву с австрийским паспортом в кармане, с новым именем и твердым убеждением, что 8 лет – достаточный срок. Что все давно остыло. Что меня здесь больше никто не помнит. Оказалось, помнили. Часть 1. Светкино письмо. Светлана Орлова написала мне в январе. Мы переписывались все это время. Редко, осторожно, никогда ничего лишнего. Она знала правила. Она вообще была умным человеком, умнее меня в некоторых вещах, хотя я никогда с ней об этом не говорила. Письмо было короткое. Светка не умела писать долго, когда было важно, только когда не важно. Вера, Дима умер полгода назад. Сердце говорят. Я не верю. После него остались люди, которым я теперь зачем-то нужна. Не понимаю, зачем. Страшно, ты приедешь. Я прочитала это письмо 3 раза. Потом закрыла ноутбук. Потом открыла снова. Потом купила билет. Клаус к тому времени остался в прошлом, мы расстались тихо. Я снимала свою квартиру в 3-м районе Вены, работала переводчиком в одной из правоохранительных органов, жила тихо и почти счастливо. Почти, потому что Светка была в Москве, а это всегда было занозой, которую я не вытащила. Я взяла билет на прямой рейс. Москва, Шереметьево, прилет в 6 утра. Я взяла с собой одну сумку. Это старая привычка. Белорусский вокзал наоборот. Светка встретила меня у выхода из метро «Белорусская». 8 лет. Она почти не изменилась. Те же светлые волосы, тот же прямой взгляд, та же привычка держать плечи чуть выше, чем нужно, когда нервничает. Плечи были высоко. Мы обнялись молча и долго. Потом она отстранилась и посмотрела на меня, внимательно, как смотрят на человека, которого долго не видели и хотят убедиться, что он настоящий. «Ты похудела», — сказала она. «Ты не спишь», — сказала я. Мы обе были правы. По дороге к ней она действовала быстро и тихо, в метро, не останавливаясь, глядя прямо перед собой. Дмитрий 3 года как влез в схему с фиктивными компаниями. Номинальный директор подписал бумагу, получил процент, не сомневался. Потом что-то пошло не так по образцу, не у него выше. Дмитрий оказался крайним. В смысле, последний. После его смерти пришли 3. Вежливые. Объяснили, что компания зарегистрирована на его, теперь на нее, как на наследницу, обязательно автоматически перейдет. Она не различалась половиной слов. Понимала главное – ее держатель. Я слушала и узнавала интонацию. Не слова, именно интонация. Спокойную, терпеливую, объясняющую, как устроенный мир. «Светка», – сказала я, когда мы вышли на ее станцию. «Опиши мне человека, который приходил». Она описала. Немолодой, худой, аккуратный, тихий голос, дорогое пальто. Говорит медленно, как будто у него есть весь день. У меня холодно в жизни. Он назвал себя? Спросила я. Нет, сказала Светка. Но люди, которые с ним были, называли его между собой. Одно слово я уже знала как. Он все помнил. Цыган. 8 лет назад, Вена, склад в Семеринге. Документы бухгалтера. Алеша и его страховка должны были закрыть все навсегда. Закрыла в Европе. Здесь были другие правила. Я сидела на Светкиной кухне и думала быстро. Очень быстро. Он не случайно был объявлен на Светку. Она нашла мою связь с Москвой, один человек, который знал, куда я уехала в 99-м. Он нашел ее не потому, что ему были нужны деньги Дмитрия. Деньги были предлогом. Он нашел ее, потому что знал, я приеду. И я приехала. Сама, добровольно, как будто специально. Телефон зазвонил в 11 вечера.
Незнакомый московский номер. Я знала, кто это, еще до того, как взяла трубку. Голос был тот же самый. 8 лет, голос тот же. Мягкий, почти теплый. «Вера Николаевна, как хорошо, что вы приехали. Я уже думал, придется подождать дольше». «Завтра в полдень», — сказал он по адресу. «Только вы, подруга, пусть побудет дома». Последнее было необдуманно. Я положила трубку. Светка стояла в дверях кухни и смотрела на меня. «Это тот самый?» — спросила она тихо. «Да, из Вены». «Да», — она промолчала. Потом сказала, что я от нее не ожидала. «Что нам нужно сделать до утра?» Мы не спали. Я позвонила в Вену своему знакомому адвокату, немцу, который однажды помог с переводом сложных дел. Был 1:00 ночи в Москве, а в Венеции 10 вечера. Он взял трубку, я объяснила ситуацию, попросила одно письмо, официальное, на бланке, с печатью. Содержание. Определенные документы сохраняются в хранилище и в случае подтверждения звонка по дате пользователя уходят по 3 адресам. Адресы я продиктовала сама, 2 европейских, 1 российский. Адвокат спросил, это срочно? Я сказала, к утру по московскому времени. Пока я говорила, Светка сидела рядом и слушала. Когда я закончил, она налила нам обеим чаю и сказала: «Билеты нужно купить заранее или можно на вокзале?» Я посмотрела на нее. «Ты серьезно?» «Вера», — сказала она спокойно, — «меня здесь больше ничего не держит. Квартира съемная, работы нет, кот умер, я только ждала повода». Я открыл ноутбук, Москва, Париж. Поезд номер 17. Отправление с Белорусского в 20:30, послезавтра 2 билета в купе нижние полки. Я нажала «Оплатить». Переговорный стол, бизнес-центр в центре Москвы. Стекло, металл, охранник на входе, кофемашина в холле, лифт с зеркальными стенами, 8 этаж, переговорная комната. Цыган сидел во главе стола. Постаревший, 8 лет все-таки. Чуть больше серебра в волосах, чуть глубже складки во рту, в остальном то же самое. Та же абсолютная тишина вокруг него. Те же самые глаза, которые смотрят на тебя и просчитывают одновременно. Справа и слева 2 московские, другой тип, чем венские, более прямые, менее терпеливые. «Вера», — сказал он, — «садитесь», я села. Он говорил минут 10 про Дмитрия, о его схемах, про Светку. Про то, как это теперь устроено и что требуется. Говорил спокойно, как всегда. Как человек читает условия договора. Я слушала, смотрела на его руки, тонкие, аккуратные, неподвижные на столе. Думала о том, что этот человек 8 лет держал нитку и ждал момент дернуть. Когда он закончил, мне достался конверт из сумки. Я положила на стол между нами. Он посмотрел конверт, потом на меня. «Что это?» «Письмо», — сказала я, — «от адвоката из Вены с приложениями». Он не торопился брать. Смотрел на меня еще секунду. «Вы выросли, Вера», — сказал он наконец. «Почти с удовольствием». «У меня было время», — ответила я. Он взял конверт, открыл и читал медленно, он все делал медленно. Один раз перечитал определенный абзац. Потом аккуратно положил обратно. Долгая пауза. «Документы все те же», — сказал он тихо. «Те же плюс новые», — сказала я. За 8 лет накопилось. Он долго смотрел на меня. Потом что-то в его лице переключилось. Едва заметно. Внутренний пересчет завершился. «Женщина и ее подруга свободны», — сказал он ровно. «Никому конкретно, просто в воздух». Я встала. Пошла к двери. Поезд. Белорусский вокзал, 22:15. Тот же перрон. Я стояла на нем в 99-м, одна, с одной сумкой, в страхе, который занимал все внутри. Сейчас нас было 2. И страха не было, было что-то другое, не радость.
что-то тише и серьезнее радости. Светка стояла рядом с одной сумкой, я просила взять только то, что влезет в одну. Я смотрела и видела в лице выражение человека, сжигающего мосты и не жалеющего об этом. «Ты была в Париже раньше?» – спросила она. «Нет», – сказала я. «Хорошо», – сказала Светка, – «значит, живем еще». Поезд тронулся ровно в 22:30, как по расписанию. За окном поплыл перрон, потом железнодорожные огни, потом московские кварталы, потом темно и редкие огни Подмосковья. Светка смотрела в окно, не отрываясь, как человек, что-то запоминающий в последний раз или отпускающий. Я не спрашивала, что именно. В час ночи она уснула, я укрыла ее своей курткой, той самой привычкой, что и с Алешей на Венском вокзале, и долго смотрела в темноте за стеклом. 27 часов до Парижа. Первоначально граница с Белоруссией. Потом Польша, та самая страна, где все для меня началось. Потом Германия, потом Франция, я думала о цыгане. О том, что он сказал, Москва вас не любит. Может, он был прав, а может, просто некоторые города остались в прошлом не потому, что ты их разлюбила, а потому, что ты стала другим человеком. И старый город не знает, что делать с новым тобой. Я думала о Светке, которая называла кота Максимом, и никогда мне об этом не говорила, пока я сама не увидела миску с именем на кухне. Я не спросила, она не объяснила, некоторые вещи не нужно объяснять. Я думала о том, что впереди Париж. Чужой город, чужой язык, снова с одной сумкой и без плана. Но не одна, впервые за 9 лет скитаний, не одна. Поезд шел на запад, за окном было темно, снег и редкие огни деревень. Где-то там впереди, через границы и километры, был город, который мы никогда не видели и о котором ничего не знали. Это была 4-я исповедь на канале Вера Ланская. Светка сейчас живет в Лионе, цветочный магазин, рыжий кот по имени Максим. Она позвонила сама, я не просила. Цыган больше не появлялся, наверное, нашел других. Или просто устал. В следующей серии Париж. Как две русские женщины без языка и без плана начинают все с нуля. В 3-й раз у меня, в 1-й у нее. И почему в 3-й раз все-таки будет легче?